Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за ваши замечательные, поучительные, жизненные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что говорят обо мне мои друзья и недруги? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Если во время сигнификации вы понимаете, очень похоже на вашу подругу Таню, то можете отправить ей это видео, пусть она тоже узнает, что на самом деле говорят о ней, да? Ее друзья, враги. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы сейчас? Ух ты. Вышла карта. Муза. Яркая, харизматичная, аналитически наполненная. Женщина, которая умеет на себе удерживать, фокусировать и удерживать это внимание. Знает, я не знаю, как это правильно сказать, приемы женские. То бишь, если обладает какими-то достоинствами, мы вообще все сотканы из одних лишь достоинств, но если, да, допустим, пример приведу. У женщины роскошные волосы, то она их будет распускать по плечам, делать акцент на это. Если там какие-то ноги от ушей или еще более длинные, да, то она опять-таки там какой-то разрез или может облегающие какие-то там джинсы. Ну, девочки, вы сами знаете, да, декольте, это все сюда. Умение себя преподнести. Но тут, какая бы ни была внешность, а внешность тут привлекательная, тут больше берем харизма, энергетически, повторюсь еще. Талантливые, кстати, девочки сюда проходят тут. Сюда и тут проходят. Так, какая девочка на расклад пришла? Что мне часто, так, на прямых, часто приходят сочетания, когда, ну, в общем, в сигнификации падает на вас, да, на девочку, которая смотрит расклад, карта муза и карта звезда. Так часто. Так, сочетание. Звезда. Звезда у нас, знаете, в первую очередь интеллект, внешность привлекательная. Может, типаж какой-то такой вот. То ли какая-то кинозвезда вас напоминает, то ли вы похожи на какую-то кинозвезду. Так. По звезде у кого-то призвание, талант, у кого-то прям идете за своей мечтой. Есть в жизни эта мечта, и вы хотите это все реализовать, свою мечту, я имею в виду. У кого-то сочетание такое, знаете, первая карта, говорящая о том, что сейчас почему-то состояние у вас не особо устойчивое, а вы как будто сидите вот на какой-то веточки, какой-то веревочки, да, рядом какие-то черные вороны, вполне возможно, тоже недоброжелатели, да, назовем это так. И они в любой момент могут спорхнуть и улететь, а вы можете шандарахнуться вниз. Это говорит о том, что где-то, может, у них есть какие-то запасные варианты, или же даже у кого-то это, в принципе, вы могли отчасти как, даже сами того не ведая, зайти то ли на их территорию, допустим, новая сфера деятельности у вас, да, и рядом с вами люди, которые, ну, скажем так, не особо как-то к вам расположены. Может быть, внешне они и ярко не транслируют то, что они там вам не рады, там, или какое-то там к вам отношение такое не очень, да, благосклонное, назовем это так. В открытую, может, и не проявляют, но вы это можете ощущать в полной мере, да, где-то ощущать то, что ну что-то не так, но явно эти люди мне при встрече не особо искренне улыбаются, да, то есть и в любой момент какая-то как будто бы может вас накрыть вот это вот какая-то ваша незащищенность, где-то даже эта карта может кого-то в моменте охарактеризовать как будто беспечность какая-то, у кого-то экономическая беспечность, в каком плане, допустим, вы могли бы, допустим, я никому ничего не пытаюсь доказать, да, или наставления, нравоучения не даю, я просто читаю эту карту. Ну, допустим, какая экономическая беспечность? Где-то, в принципе, могли бы
какие-то деньги, допустим, копить, складывать на какой-то, не обязательно черный день, но какой-то день, когда вам они могут пригодиться реально. А вы можете так беспечно как-то их так направо-налево, а потом сами говорите, бог ты мой, куда это они как растворяются, да, как пальцы, как песок сквозь пальцы. Тут тоже вот такая может быть беспечность. Мне так это показано. Так. О чем это сейчас? Что-то всем прям 3 карты выскочили такие. У кого-то неустойчивое положение, скорее всего, с мужчиной, но по-другому я так тоже не могу. В доме. Карта аисты, дом, семья. Смотрите, так, если карты эти прочесть, да, вы могли в свое время, карта букет, или возлагать большие надежды на какого-то мужчину, или же настолько могли с головой уйти в какие-то отношения, опять-таки с мужчиной, где-то даже не занимаясь, может и хорошо, да, этим планированием дальнейшим. Но почему-то тут какой-то карта букет. Это как конфетный букет на этот период. Это даже не обязательно он у вас был. Это ваше состояние могло быть такое. Это, опять-таки, карта зелья. Это обманная любовь, дурман. Это когда вы принимаете желаемое за действительное. Это когда при ближайшем рассмотрении партнера, да, или взаимоотношений с ним, когда вы погружаетесь в это действительно, то вот этот конфетно-букетный туман, дурман, он развеивается, да, эти очечки розовые спадают, и вы понимаете, ух ты, ё-моё, что я себе напридумывала. На самом деле это вообще не тот мужчина, которого я себе нарисовала, или это вообще человек, который не то, что там не оправдывает мои ожидания, никто особо не обязан их отыгрывать и оправдывать. Ну реально, как подмена понятий. Опять-таки, тут это может касаться, девочки, вот это какая-то история в вашей жизни, касаться карта Аист, это построение серьезных отношений, дом, семья. Карта Медведь, когда мужчина действительно вкладывается в отношения, материально в том числе. Эта карта так читается, это не потому что я там меркантильная, может я меркантильная есть, но эта карта так читается. Что тут такой подтекст как будто бы серьезных вот таких отношений, где вы можете опираться на мужчину и в полной мере там, ну, надеяться на его поддержку во всех смыслах. Тут не приходится об этом говорить. Или идет с вашей стороны какое-то разочарование. Я не говорю, что он в чем-то виноват. Может быть, вы сами как обманулись. Вы сами очень хотели это видеть. Может, как притянули, знаете, желаемое за действительное. Опять-таки повторюсь. И вот это мне показано. Вот ваше какое-то неустойчивое положение с этим отчасти связано. С какой-то вот этой историей. У кого-то, если это уже аисты, брак, семья, отношения с мужчиной, детки, то там тоже тут показано, вот не зря это как зелье, обманная любовь. Очень много таких вопросов, где вы чувствуете себя незащищенной, где вы чувствуете то, что в любой момент вы можете как будто бы, ну, кто-то, вплоть до того, вопрос этого, если там коса на камень, там вопрос может быть жилплощадью. Да, если такое какое-то неустойчивое положение, тоже как будто бы особо у вас нет каких-то запасных вариантов. Я не говорю, что они в любовной сфере они не должны быть. Но любовь на то и любовь, чтобы не должно быть этих вторых вариантов, да, по идее. Но тут вот почему-то такое мне вот неустойчивое у вас по положению, как будто вы в это считываете, вы чувствуете, что в какой-то момент, да, ваше какое-то слово, какое-то ваше поведение, или может прояснение даже какой-то ситуации. И это может повлечь к тому, что вы пострадаете, вы можете оказаться абсолютно незащищенной. Так, ладно, давайте. Потом тут мне показана еще какая-то утрата, боль, потеря, утрата какого-то мужчины. Карта принц. С кем-то в каком плане утрата, расстояние. По карте звезда можно прочесть это расстояние, холод между вами. Отношения на паузу поставлены. Так, характеристика на вас. По черной кошечке вообще это какая-то как будто полоса, ну что неудач, препятствий, да, назовем это так. Также можно прочесть это все вместе. Увлечение эзотерикой какая-то, ну, женщины, может быть,
Женщина не похожа на других. Женщина для многих как черная кошечка. В том плане, что очень много у вас непонятного, как непрочитанная книга. Опять-таки по звезде, вот так если можно тоже прочесть, хотели бы, может, реализовать какую-то свою мечту, но как будто бы вот период такой, как не получается, не удается, может быть, как даже не особо объективно, но как будто бы кто-то как палки в колеса пытается вставить. Но не достигаете вы желаемого сейчас. У кого-то еще история вот может проиграться. Видите, на этой карте изображена женщина, и у нее за спиной один мужчина, а тут как будто бы в горло ей, ну, образно говоря, вцепился больше как призрак другого мужчины. Это может быть история о том, что в прошлом вы, многие из нас, да, пережили там какие-то любовные потрясения, разочарования, утраты. Это карта утраты. И сейчас, допустим, с нынешним партнером вы пытаетесь, может, выстроить какие-то отношения, там, совсем другие, совершенно по-другому какому-то, как сказать, не плану. Ну, в общем, учитывая печальный какой-то опыт прежних, да, старайтесь гармоничный, допустим, выстроить. Но эта карта показывает о том, что на самом деле прошлое, и вы, может, не до конца это прошлое отпустили, и какой-то партнер из прошлого как будто вас держит вот как за горло руками. Где-то он тоже, может, ментально, да, это как привидение, это цепляется. Ну, при этом мужчина для вас был значимый. И это накладывает отпечаток очень яркий на нынешние отношения. Опять-таки, на попытки, может, их как-то простроить. Вот такая мне женщина пришла. По звезде еще некоторые вас воспринимают, не понимают вас. И может быть первое такое как впечатление о вас, вы холодная, надменная, где там что-то говорит, корона на голове, цену себе не сложит. На самом деле это очень часто как защитная реакция. Так как тут же эта карта, вот яркая муза, говорит о том, что вы настолько можете быть вот этой харизматичной, такой оптимистичной, вот этот лед какой-то, даже недопонимание там, который в секунды может как-то возникать, вы это можете растопить, этот лед. Так, замечательно. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что говорят о вас ваши друзья и ваши недруги? Что говорят о вас ваши друзья? Что говорят о вас ваши недруги? Говорят о ваши друзья, вас ваши друзья, что говорят о вас ваши недруги? На прямых. Так, девочки, по поводу приобретения карт, пожалуйста, пишите в личку. Там девочки обращаются. Вот такие замечательные колоды. Наша творческая студия. Анна Сава. Иной мир. Ой, извините, это души порывы. Я смотрю на карты. Так. Души порывы. Эти красивые карты, очень говорящие. Свобода. Так. Секунда. Исповедь мертвеца. Еще есть вот такая карта. Поленорман. Тоже яркие, говорящие, классная. И еще одна. Вот эта карта «Иной мир». Видите, рубашка какая красивая, глаз загадочный, там замок какой-то волшебный. Вот. Это по классике, по Вейту. Тоже дьявол сразу выскочил. Десятка кубков. Смотрите, какая тоже яркая. Ну, в общем, интересная карта. Пожалуйста, кому интересно, обращайтесь, да, в личку. Итак, а мы с вами, что говорят о вас ваши друзья и ваши недруги. Так, что говорят о вас ваши друзья? Что говорят о вас ваши недруги?
говорят о вас ваши друзья? Что говорят о вас ваши недруги? Что говорят о вас ваши друзья? Что говорят прям о вас ваши недруги? Да что ж ты хочешь так выскочить? Что говорят о вас ваши друзья? Что говорят о вас ваши недруги? Так, начинаем. Начнем с ваших друзей. Что говорят? Извините, что говорят о вас ваши друзья? Вот видите, ваши друзья тоже как-то это подмечают. Ваше, повторюсь, не особо какое-то устойчивое, может быть, беспечное положение. Может быть, тоже вам, друзья, они же правда говорят в лицо, как правило. Хотелось бы надеяться, да? Может быть, и в мягкой форме, но, по идее, может, говорят, что нужно тебе как-то подумать о своем будущем, может, где-то постелить соломки, может быть, не принимать каких-то опрометчивых этих решений. Необдуманное решение не нужно принимать. Опять-таки, так. Ух ты, а что это у меня? А вас ваши друзья? А вас ваши друзья? Так, проклятие, безденежье. Какие-то карты такие, знаете, из колоды магической выскочили. Проклятие, кладбище, тут и безденежье какое-то. Да, сейчас это все будем читать. Защита. Друзья ваши говорят о вас, о том, что у вас сейчас какой-то такой период в жизни по высшему суду. Это, знаете, как подведение итогов. Подведение итогов и в каком плане? Тут где-то ваши поступки, ваши какие-то принятые решения. Это сейчас как будто бы время собирать в камни, да? Время получать результат. По факту, чем ярче вы там себя в чем-то, в каком-то, может быть, деле проявляли, вот как будто бы сейчас самое время собирать плоды этого вашего деяния. Это может касаться взаимоотношений с мужчиной, допустим, да, если вы пытались выстроить отношения, где-то как-то вкладывались, где-то как-то вели себя вот таким каким-то образом, да, то сейчас самое время, как вот эти бумеранги летят, и вот мы имеем то, что имеем, да, скажем так. И в семейной жизни то же самое, и с близкими, имею в виду, родные люди, детки, то же самое, как будто бы какой-то рубеж, вы подходите к какому-то рубежу, где высший суд, это опять-таки, это то, чего никто из нас не избежит. По высшему суду тут вас высшие силы, если можно сказать так, судят, да, приговор этот приводят в действие. То есть, если вы уроки какие-то прошли по жизни, вот, которые вам тут были предоставлены, эти уроки, если вы их прошли, вас переводят на более высокий уровень какой-то, вы идете. Новое вам что-то, ну, может быть, совсем другое уже вам подбрасывают, как будто бы. А если нет, если вы тут удачно провалили эти уроки, вам могут еще похоже, еще похлеще какого-то товарища послать, для того, чтобы вы с ним эти уроки проходили. Ну, или женщину какую-то, не обязательно мужчина. Так, давайте, и ситуации, в общем-то, какие-то такие могут повторяться и вновь, только еще больше, с большим этим все накалом все это проходить. Так, на вас смотрим. Давайте посмотрим. Это вот павлин. Это вы или это какой-то человек рядом с вами? Это вы, павлин? Нет, это мужчина. Вот карта медведь — это всегда мужчина, который несет ответственность, который вкладывается материально, который заботится, где-то, может быть, даже не свободен этот мужчина.
Так, почему-то мне показано сейчас ваше неустойчивое положение и опять рядом какой-то мужчина. Ваши друзья, скорее всего, этого мужчину считывают или говорят о том, что по карте Павлин, знаете, такой самовлюбленный где-то мужчина, который больше, ну, скорее всего, наверное, вкладывается в себя, в свои какие-то там тут увлечения, внешность, опять-таки, это как проявление, может быть, демонстрирует он атрибуты какой-то, ну, роскошной, не роскошной жизни. Ну, скажем так, может показывать, я могу себе позволить и одно, и второе, и третье, и пятое, но при этом карта Медведь у кого-то, может быть, не свободен, да, несет ответственность за что-то, за кого-то. Почему-то мне тут его показали, что, может быть, у вас с ним не очень какие-то такие отношения, не очень стабильные. Так, карта Солнца. Или этот период с этим мужчиной у вас как будто в вашей жизни он заканчивается, закончился. Но при этом о вас они говорят, что в вашей жизни этот мужчина был, есть, да, допустим. Карта Солнца. Это вы по карте Солнца. Да. Так, с учетом этого всего, смотрите, говорят о вас ваши, ну, друзья, потому что вы сама по себе солнечная, яркая, жизнерадостная, оптимистка, где-то как большой ребенок, где-то, может быть, эгоистично в каком проявлении. Если рядом находится вот такой вот мужчина, может быть, вы вот эгоизм в чем? Вот хочу с ним отношений, и все, допустим, мне нужен именно он. И в каком плане это как эгоизм детский? В том плане, что если рассмотреть его поближе, этого товарища, у него много достоинств, много, ну, скажем так, недостатков, с которыми вы в принципе, априори, вы с ним не можете и не сможете мириться, и жить с таким человеком, допустим, не сможете, в семейной жизни, допустим. Но он очень, скажем так, с ним непросто, очень просто. С ним очень непросто. И вот как будто бы в принципе это не совсем тот типаж, который вам нужен, который закроет ваши потребности. А вы даже несмотря на это можете говорить, а я хочу именно с ним, а я хочу именно его. Хотя рядом с вами может быть множество мужчин, которые в 1000 раз больше там могут дать вам это счастье, внимание, уважение, любовь ту же самую. Да, ну тут как будто бы вот такое, вот где-то вот даже... Может быть, ваши друзья говорят о том, что вот иногда как ребенок, вплоть до того, что наивная какая-то. Но при этом по карте Солнца, я думаю, вы своим этим оптимизмом заряжаете их, даже наполняете многих. Вот как-то так. Еще характеристика на вас по Солнцу, карта Лестница. На самом деле, ваши друзья вас верят и говорят о том, что она на вот этом своем оптимизме, она на своем умении гладить с людьми, контактировать, где-то найти подход к любому. Причем это не токсично, не манипулятивно. Это где-то как-то так по-доброму, по-детски, как-то даже так откровенно. Может, обескураживающе даже как-то можете с любым человеком, может быть, заговорить, найти эту, ну, знаете, какую-то точку интереса, да, соприкосновения. И вот карта Лестница, на самом деле, говорят, что у вас потенциал огромный. По Солнцу это вообще раскрытие всех дорог. Тут карта Лестница вверх, и тут Солнце это раскрытие дорог. То есть вам бы, по идее, может, вы так и ставите перед собой там какие-то грандиозные цели, но вам бы, по идее, более конкретно вот ставить задачу какую-то перед вами, там, то, о чем вы, допустим, мечтаете, и идти к этой цели. Тут 100% ваши друзья говорят, что она достигнет, она может реализоваться в чем угодно. Перед ней все дороги открыты, и ключ к этому успеху – это она сама. Подпишись на канал и поставь лайк. Ну, вот тут я уже озвучила, это какой-то в вашем анамнезе в прошлом есть этот павлин. Ну, не обязательно самовлюбленный, это просто мужчина, который привлекает к себе множество взглядов, в том числе женских. Мужчина где-то, который, повторюсь, зациклен на себе. У вас, вполне возможно, какое-то время тоже было по поводу него как туннельное зрение. Вы только его могли и видеть. Может, точка, ну, вопроса, невозврата, точка, скажем так, может быть, не смог он вам дать по карте Медведь вот
то желаемое, заботу, защиту. Как будто бы вот этой стабильности какой-то и особой вовлеченности в вас. Там, где мужчина, опять-таки, в прямом смысле, заботится о женщине, о женщине, даже в материальном плане, да, подарки дарит, там, проявляет вот какую-то инициативу. Мне кажется, вам этого не хватило. Кто-то из ваших подруг, вполне возможно, об этом говорит, о том, что был такой мужчина, ну, скажем так, не дал желаемого вам. А кто-то может говорить, что и к лучшему. Потому что он в принципе не может дать этого. Скорее всего, человек на себе больше сфокусирован, зациклен. Так, высший суд. Как будто бы у вас, я же повторюсь, какое-то сейчас происходит в жизни такое, ну, глобальные тут изменения. У кого-то смена рода деятельности, переход на другую работу, у кого-то разводы по высшему суду. Это как подведение итога. Вот такое вот. Такое вот там. Опять-таки, какое-то время могли вы сталкиваться с тем, что тут карта, я не хочу тут прям магию сюда, да, как будто бы притягивать, но у кого-то это может отыграться. Вплоть до того, что ваши будут друзья, они могут говорить, как будто бы у нее такой период тяжелый, карта проклятия, тут безденежье, кладбище, как будто бы кто-то со стороны пожелал ей или там приложил усилия для того, чтобы в ее жизни там какой-то период жизни начался очень тяжелый. Тут может быть и болезни близких, родных, вот как череда неприятностей, может быть как вот эта темная какая-то полоса, в прямом смысле. Могут говорить о том, что вот какой-то период по безденежью, если вы там раньше более-менее могли что-то, допустим, себе позволить в материальном плане, то сейчас-то как-то так, не очень. То есть и это могло быть, это тоже эта полоса, она уже как будто бы не прошла. При этом характеристика на вас, тут вот смотрите, этот павлина под низом тройка мечей, то есть разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии. Но тут же у меня вышла карта защиты, как будто бы вы уже научились где-то выживать даже в этих реалиях, вот тут, с учетом того, что, может быть, кто-то не особо хороший вам что-то там как будто бы пожелал, и вы, ну, вы это все пережили уже. В том числе карта разбитого сердца, тройка мечей. Это говорит о том, что где-то вы, несмотря на вот эти вот разбитые мечты, иллюзии, ожидания какие-то, тут больше как будто бы не сбывшиеся мечты, ожидания от взаимоотношений, от мужчины, от этого, вот, как-то так. Тут вы уже защищаетесь, то есть вы научились в этом жить, с этим жить. Может быть, многие уже приняли, осознали, ну и пошли дальше, да, скажем так. Отмечают ваш неимоверный магнетизм, привлекательность. Это то же самое, солнце яркое, харизматичное. И тут, видите, как красивая какая-то девушка и карта магнетизма. Где-то даже подчеркивают, может быть, ваши друзья о том, что у вас есть чему поучиться, как у женщины, как личность вас рассматривают. Может быть, ваши какие-то индивидуальные какие-то способности, таланты. Вот тут такое сочетание неимоверное, манкость какая-то вот женская. Вот это вот. Так, нерешительность, черствость и пропасть. Угу. При этом почему-то вот такое странное сочетание, характеристика на вас, говорят, при том, что она наделена вот этим магнетизмом, где-то вы можете, периодически они это считывают, вы можете проявлять себя как-то так, вот, да, оказывать влияние магнетическое, не обязательно на мужчин, вообще, в принципе, на людей, как обволакивающая, вот энергетика такая, но при этом, говорят, какая-то нерешительность от вас идет, то есть говорят о том, что вы могли бы опять как будто бы планочку повыше ставить, там, желая достичь чего-либо, может, по карьерной лестнице, да, может быть, даже по поводу мужчин, то есть вы могли бы выбирать, как будто бы им кажется, вашим друзьям, что как будто бы намного лучше какие-то варианты. Они у вас как будто есть, может, вы этого не замечаете. Смысл этого всего, что такая женщина, она может, опять, не в прямом смысле, какую-то планку повысить. И вполне возможно, все пойдет по совсем другому. А тут говорят, вы, нерешительность, где-то не уверены в себе.
Где-то даже, о чем они говорят, о том, что нужно быть, им так кажется, по карте черствость более какой-то, ну, скажем так, рациональной, практичной, прагматичной. Где-то не настолько открывать свое сердце, может быть, не всех согревать, обогревать. Где-то, ну, знаете, опять-таки, вот эта карта, она все-таки, я повторюсь, она как какая-то беспечность считывается. Может быть, они тоже говорят о том, что или думают даже, тут, скорее всего, вместе. На самом деле вы уже взрослая девочка, да, и поэтому вы сами должны заботиться о себе, о своей безопасности. Вот тут тоже как будто бы вы, тут нерешительность, это черствость, там где сердечко вот такое, как будто бы каменное, могут говорить о том, что вот если бы она была более практичная, где-то могла вовремя говорить нет, да, где-то вовремя отстаивать свои эти же рамки, границы, где-то четко на своем стоять, то вполне возможно она бы могла избежать очень многих каких-то ситуаций, в том числе, может быть, даже ту, в которой вы сейчас находитесь. А тут ситуация какая-то, смотрите, тут силуэт, тут женский, да, раскачивается над пропастью на какой-то тут ленте, допустим, атласная лента, да, красиво назовем. И вот тут раскачивается над пропастью, к дереву привязана эта лента, а тут сверху плохо видно, может быть, тут лиса хитрая. Уже впритык подошла, и она в любой момент может эту ленту перегрызть, и эта девушка упадет в эту пропасть. То есть, как будто бы где-то отчасти вы стали заложником ситуации из-за своей какой-то беспечности, наивности, доверчивости, где-то из-за, может быть, иллюзорности, какого-то вот восприятия этого мира. Вот такое тут тоже может быть. В том числе лиса — это какие-то люди, которые у вас за спиной. Не обязательно это враги, просто как будто бы, ну, хитрые, которые свою какую-то преследуют, как это сказать, выгоду. Опять-таки, как будто вовремя вы этих людей не рассматриваете, как будто бы вы, может быть, доверяете тому, кому не нужно, или делаете ставку на того, на кого не нужно делать. Ну, вот так вот. Вот где-то тут они говорят о том, что где-то вы сами эту же планку свою занижаете, где-то нерешительны там, где должны принимать, ну, решения уже четкие, да. Как повторюсь, как какое-то у кого-то, может быть, родовые эти программки выстроены. Ну, не хочу никому ничего тут какие-то клише, да, и диагнозы выстраивать. Но очень часто у нас так тянутся у женщин. Если у бабушка там на пьедестал ставила мужчину, терпела что-то со стороны мужчины, да, какие-то проявления. Мама могла повторять судьбу именно в этом, да. Какая-то жертвенная позиция. Тут у кого-то может и так проиграться, вы незримо и не хотите, и осознаете, а потом, так если отмотать, повторяете эти же ошибки. Где-то там, где нужно промолчать, вы можете не промолчать, а там, где, по идее, нужно отстаивать свои какие-то, ну, у кого-то границы, у кого элементарные потребности даже об этом озвучивать, мы молчим до последнего, да. Такое может быть, девочки. Вот так вот. На самом деле высокая оценка у вас. Просто они где-то к вам относятся как где-то как ребенок наивный, где-то как будто бы даже жалеют о том, что вы недостаточно, по их мнению, используете вот этот свой магнетизм, харизму, как будто бы вот применить бы ее в полной мере. Тогда им кажется, что не попадали бы в какие-то не очень приятные ситуации, и ваше как будто бы настоящее будущее было бы более каким-то радужным. Вот как-то так мне. Так, это друзья. Это друзья у вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, теперь смотрим, что говорят о вас ваши враги, да? Что говорят о вас ваши враги? Ух ты. О чем это интересно?
Ой, девочки, фу, тихо. Тут любовь, молитва. Ой, о чем это? Жертва, юмор. Угу. Интересно. Так, без бутылки корвалола тут не разберешься. Так, ваши враги о вас говорят, ваш почему-то сразу мне какого-то принца показывают, мужчина. Вполне возможно, может быть, да, они, если подряд так это прочесть сейчас. Так, а что это за ярость? Ярость это ваша эмоция? Вы тут как ребенок, вряд ли. Это какой-то мужчина? Карта дом. Это что? Причем тут это? Причем тут ярость? Крест. Ой, ну не знаю, не хотелось бы мне так это, конечно, считывать, но говорят о вас ваши враги. Ну, видят вас тут, кстати, хотела сказать, героиней мыльных каких-то этих опер. Тут даже это, может быть, Отелло, Дездемона, ладно. Почему-то мне пока сразу враги ваши как будто говорят о том, что вы можете быть причиной каких-то тут, знаете, мужских, мягко говоря, не очень таких классных проявлений. Причина почему? Тут вы страстная, темпераментная, сексуальная, привлекательная для мужчин. Опять-таки показано, что в первую очередь какой-то мужчина, ну, может быть, вы ему интересны, и он вам интересен. Принц, знаете, тут тоже принц это высокая характеристика на мужчин. То есть уже он обладает как минимум, ну, какое-то положение в обществе, в социуме, да, материальное, может быть, сформировавшийся уже опытный мужчина. И лакомый кусочек для очень многих. Так вот, как будто бы мне тут дальше показана какая-то тут ярость в доме, крест. Ну, у кого-то может проиграться такая интересная ситуация, да, наличие у вас в доме постоянного мужчину, да, который может вас ревновать. Карта крест, карта дом, где-то отношения, которые как в тупик зашли, проявления мужчины какие-то не очень, ну, хорошие, скажем так, да. А при этом ваши враги могут говорить о том, что там на вас обращают внимание, там, допустим, уже не знаю, где там вы там пересекаетесь. Может, бизнес у вас какой-то там общий, там, место на работе, да, рабочие отношения, или в социуме, в принципе, какой-то, может, мужчина на вас обращать внимание, интересный мужчина, да, для многих. И в связи с этим у вас могут быть как будто бы то ли дома проблемы, то ли... А вы как где-то как наивный ребенок. Вот такой вот тут тоже вот. То есть это эмоция, это агрессия. Они говорят, что дома у вас какой-то там находится товарищ, который может портить вам жизнь. Ну, или же вы ему портите жизнь. И это его реакция на, допустим, то, что вами кто-то увлекается, назовем это так. Ну, вообще вас видят женщины, которая может растопить, зажечь какие-то мужские сердца, ну и тут же и агрессию какую-то вызвать. Ой, ну если подряд вот так вот как-то тоже прочесть, то могут говорить о том, что карта оковы, и тут у меня выходил дом, кстати, ярость какая-то, карта с глаз. Ну, это может говорить о том, что вы, допустим, уже находитесь в каких-то отношениях, и эти отношения вас не особо радуют. Как руки связаны, тут вокруг шеи какие-то цепи, ограничения. Так, опять карта с глаз, это я буду тут читать. Тут буду читать и карта любовь, как будто бы вы могли выходить замуж, допустим, по любви, или связываете свою жизнь, пытались связать или связали жизнь с каким-то мужчиной, который, ну, надеялись, будут любовная история, надеялись там на самое лучшее, но по факту сейчас то ли отношение этого мужчины кардинально изменилось, то ли он пытается вас контролировать максимально во всем. Такое тоже может проиграться. И карта с глаз, это можно прочесть, как будто бы все совершенно не так сложилось, как вы надеялись. Почему-то тут любовная сфера. И тут, скорее всего, мужчина как будто вас, ну, опять-таки, они говорят о том, что какой-то мужчина вас пытается контролировать, ревнует, управлять вами пытается. Вот тут так как-то. Так, любовная любовь и молитва. Ну, с другой стороны, вот если подряд эти карты тоже прочесть, могут говорить о том, что вы все равно находитесь в этих отношениях,
вы все равно надеетесь по карте молитва, что отношения изменятся в лучшую сторону. Ну, как будто бы руки не опускаете, все равно надежда теплится, да. И по колесу фортуны, типа, и это пройдет, и как-то колесо прокрутится, и что-то изменится в моей жизни. Вот тут так вот. Почему-то мне сразу эту любовную показали историю, причем ваши враги вас оценивают очень как темпераментная, страстная, яркая женщина, которая при желании может там заинтересовать мужчин разных. И причем вы как будто бы заинтересовываете мужчин, ну, тут ему принц, девочки, статусных, действительно достойных. То есть вас оценивают как сильную конкурентку. Именно кому? С позиции там харизмы, женственности, там такое. Но при этом же говорят о том, что у вас какой-то там есть домашний тиран, не тиран, но человек, который в ярости от того, что вы там привлекаете внимание других мужчин и пытается как-то вас контролировать, ограничивать. Так, вообще-то почему-то тут карта вот эта 8 мечей и колесо фортуны. Скорее всего, ваши враги говорят о том, что вот этот какой-то период у вас, где у вас то ли объективны эти ограничения свободы. Видите, тут мужчина, которого перевязали, он перевязан этими какими-то как канатами. Это и объективно, да, то есть могут быть ограничения. У кого-то там со здоровьем, не приведи Господи, проблемы материальные, у кого-то ментальные, это ограничения. Но вы как будто искренне надеетесь, что вот этот период он закончится, этих ограничений. Так, искренность метла. Интересно. Метла вообще это сплетни. Но тут как будто бы вас характеризует женщина, которая своей какой-то искренностью, непосредственностью, где-то детскостью. Тут видите, девочка, которая тут радуется, птичка летит, где-то своими какими-то эмоциями, каким-то своим поведением постоянно вызывает к себе интерес, обсуждение, эти сплетни. Ну, тут можно еще, конечно, увлечение эзотерикой тоже сюда, да, все-таки это тут колпак, это шляпа ведьмы, ведающей. Может быть, вот даже своими какими-то, повторюсь, хобби, увлечениями тоже где-то вы привлекаете внимание. И постоянно эти какие-то ваши то ли увлечения, поступки, ваши видение мира, вот это вот привлекает внимание, это необычно, и люди о вас, ну, кто-то злословит, кто-то, в принципе, просто кости моет вам, да, так. Это враги ваши говорят. Но при этом, знаете, вот тут страстная, темпераментная, тут по карте искренность, где-то открытая, такое, они считывают вашу, тут как живая, яркая, вот такое вот. Так, тут еще жертва, юмор. Странное сочетание. Многие враги ваши, я думаю, признают ваше умение выходить из каких-то ситуаций, там, ну, скажем так, патовых, не патовых, но непростых. Тут у вас подчеркивает наличие у вас чувства юмора. Где-то, может быть, самоирония, где-то умение эту какую-то ситуацию напряженную сгладить. Ну, вообще женщина с юмором относится по жизни. Может быть, в принципе, легкость какая-то. Тут легкость, искренность, тут юмор. Так, о чем эта жертва? Это вы с этой жертвой? Ну да, вот почему-то все равно они вот как подчеркивают. Карта жертва, видите, она такая своеобразная. Женщина сама у себя вырезала это сердце и стоит с этим кинжалом. И тут карта юмор, и тут карта, как будто бы руки связаны. Я не понимаю, почему у вас такое какое-то положение, но то, что карты мне показывают, то я озвучиваю. Так вот, почему-то тут мне они говорят о том, что вы сами сознательно, где-то эта карта как сердце вырезали, это значит, может быть, ну, жертва, сами в жертву принесли что-то или пытаетесь принести, и при этом стараетесь как-то даже, это не то, что там с юмором к этому относиться, ну, скажем так, может быть, не старайтесь еще больше не драматизировать, не
знаете, как, если там в семье не очень какие-то отношения, какие-то сейчас, ну, период такой, то вы стараетесь на этом не зацикливаться. Может быть, ищете реализации где-то в чем-то другом. Может быть, как будто пытаетесь компенсировать это там хобби каким-то, с подругами какие-то встречи, опять-таки шаги к достижению своей какой-то мечты, там у вас цель есть какая-то там, и вы к этому идете. Вот почему-то мне вот так ваши враги о вас говорят. Угу. Давайте я еще спрошу, о чем это больше. Что карта, она необычная. Тут как будто бы вы сознательно, сознательно осознаете, да, масло масляное, тавтология, ну, осознанность ваша, какой-то выбор, почему-то они говорят, это опять-таки как об осознанном выборе, вы как то ли жертвите, то ли опять-таки, там было, друзья ваши смотрели, как нерешительность, и это о том, что вы могли бы достичь большего, по мнению, допустим, ваших друзей, но вы как занижаете эту свою самооценочку и, соответственно, ну, выше головы не прыгаете, хотя могли бы, перед вами все дороги раскрыты. А тут уже тоже ваши, кстати, враги об этом говорят, что вы сознательно какую-то жертву приносите и при этом стараетесь к этому более-менее как-то легко относиться. То есть, ну, не драматизируете, да, это понятно. Давайте я спрошу, о чем это? Сущность. Ну, может быть, миритесь с проявлениями какого-то мужчины. Или на работе там какой-то начальник, деспот, да, неадекватный. Или родные, которые вам портят. Ну, реально бывает такое, да, вот портят жизнь. И, по идее, на место поставить, да. В эротические дали вы особо родных не можете послать. Хотя почему? Можете. Некоторые могут. И тогда ваша жизнь сознательно улучшится. Или мужчина какой-то, который там агрессивный, там не дает вам спокойно жить, да, или вы могли бы изменить даже свою жизнь, выстроив отношения с другим мужчиной, перейдя на другую работу, там, занявшись чем-то другим, какой-то иной сферой деятельности. А вы этого не делаете, как будто бы вот где-то подвисаете и сознательно вот приносите вот жертву такую, а по большому счету вы себе портите жизнь. Так, сущность. Вот опять почему-то, девочки, ну подумайте, опять какие-то вокруг шеи эти цепи. Тут карта сущность. Вы тоже можете терпеть проявления каких-то людей. Бесплодно. Вот смотрите, о чем карты говорят? О том, что в вашей жизни вот эта жертва, которую вы приносите осознанно, опять-таки, проживая какие-то очень неприятные какие-то эмоции, карта сущность, это может быть, ну, с чем хочешь сталкиваться. Ярость, ревность, какие-то истерики, у кого-то, не приведи Господи, там, ну, хотел сказать... абьюзеры, не приведи Господи, там у кого-то рукоприкладство, да, еще моральное насилие, это все сюда. При этом, подчиняясь вот этому какому-то непонятному проявлению, где-то, повторюсь, как будто бы обесценивая себя, говорят, это все бесплодно в том плане, что может кто-то пытается сохранить материальное положение, какую-то устойчивость мнимую, где-то как будто бы склеить какую-то, может быть, разбитую чашку, где-то удержать то, что уже есть, как будто, может, накопленное, да, карта якорь, это стабильность, это материалка, это какой-то привычный уклад, это типа зона комфорта. Так вам говорят, бесплодно это все сохранить, особенно такими жертвами, это оно того не стоит. И говорят, что карта очищения. Видите, тут женщина погружается под воду, а потом она выныривает, оставляя всю эту грязь, это все позади. То есть, по большому счету, тут даже ваши враги в вас верят и говорят о том, что у вас и потенциал намного больше, да, способности тут, как будто бы у вас еще есть возможности
реализовать себя, там, где вы на себя, может быть, рукой махнули, там, где вы какую-то планочку ставите, а они, даже ваши враги говорят, что она могла бы эту планочку опять-таки поднять намного выше и не терпеть то, что она терпит, и имела бы в 1000 раз больше, допустим, чего-либо, если вам это нужно. Вот как-то так. Похоже, чем-то перекликаются то, о чем говорят ваши друзья, ваши враги. Все, кому это было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.